Всем привет! Вы на канале Польза.нет, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня я расскажу вам о смартфоне под неймингом Redmi Note 13 Pro 5G. У них в линейке было аж целых 6 смартфонов, где-то 4 я уже обозревал. И что здесь интересного? Почти 600 тысяч баллов Antutu, 200 мегапикселей на камере, фронталка 1080p 60 FPS максимум, основной модуль 4К 30 FPS. Насколько он хорош, насколько хорош в играх, как он прошел тротлинг-тесты и все остальное, вы узнаете в ролике. Единственное, что вы должны еще запомнить, что перед этим обзором. Первое, я сравню его с Realme 12 Pro Plus по камере и сравню его чуть-чуть по камере с Nothing Phone 2. Во всяком случае, по видеосъемке, по фотосъемке сможете сравнить сами, потому что в свой личный ТГ я скину все исходники с этих смартфонов. Если говорить о устройстве в целом, оно стоит своих денег, когда вы приобретаете его на распродажах. Ну, остальное смотрим. Распаковка. Поставляется глобальная версия данной модели в упаковке старого типа. Ко всему, такая упаковка встречается в основном у бюджетных моделей от бренда Xiaomi. Ну, достаточно посмотреть, сколько он в долларах стоит сейчас на Али. Весит упаковка 526 граммов, на ней есть изображение, название и, как всегда, краткие характеристики модели. Упаковка обыкновенная, в комплекте мы имеем сам смартфон, хороший непрозрачный защитный чехол, защитную пленку, блок питания на 67 Вт, кабель для зарядки с USB-A на Type-C, краткое руководство пользователя и ключ для извлечения слота под 2 нано-сим-карты. Вес смартфона составляет 188 граммов, а габариты 161 на 74 на 8 мм и 11 мм вместе с блоком камер. Розыгрыши моря. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 8 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. С апреля начну смартфона разыгрывать. Подписывайтесь с колоколом, перейдем же к смартфону. Полетели. На китайскую версию данной модели у меня уже был обзор на канале, как и на другие модели этой линейки. Внешне смартфон от китайской версии не отличается, все такие же прямые пластиковые грани, такой же блок камер и тыльная часть, которая выполнена из пластика. Собрана модель хорошо, ко всему смартфон имеет стандарт защиты IP54. Далее на корпусе расположили кнопку питания, качель регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, мини-джек на 3,5 мм и даже ИК-порт. Последние это микрофоны и стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos. Качество звука хорошее, но есть небольшой перекос по громкости между двумя динамиками. В настройках можно обнаружить предустановки звучания и даже кастомный эквалайзер. Bluetooth чип установлен в версии 5.2, аудиокодеков достаточно, линейный двигатель по оси X неплохой, но не лучший в этой ценовой категории. Хорошо, что можно настроить силу вибрации. Летим дальше. Дисплей AMOLED на 6,67 дюйма с разрешением 2712 на 1220 пикселей. Частота обновления экрана до 120 Гц. Конечно же, вы ее не везде увидите. Разумеется, в играх там не все так радужно, но к этому мы еще придем. Защита Corning Gorilla Glass Victus, глубина цвета 12 бит, цветовой охват 100% DCI-P3 и контрастность 5 миллионов к 1. Плюс есть поддержка Dolby Vision и технологии PWM затемнения на 1920 Гц. Показатели шума выше 12% не поднимаются, что прям отличнейший результат. Рамки у экрана не громадные, как и подбородок, за что отдельный плюс. Плотность пикселей отличная в 446 ppi. Пиковая яркость по заявлению производителя 1800 нит. По моим замерам же яркость на 100% 890 люксов, а в пике 1000 люксов, что в принципе тоже неплохо. Экран поддерживает мультитач. Экран неплохо откликается на 10 касаний одновременно. Да, и в играх сенсорный отклик неплохой, играть можно. Always on Display в наличии, но не полноценный, что стандартно для Xiaomi. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран, распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки. Распознавание лиц срабатывает быстро и корректно, и биометрические данные можно завести до 2 лиц. Сканер отпечатков пальцев работает неплохо, но, разумеется, изредка проскакивают промахи. Можно завести до 5 отпечатков пальцев, но при этом можно завести один и тот же отпечаток несколько раз. Летим дальше. Процессор Snapdragon 7S Gen 2 с техпроцессом 4 нанометра и 8 ядрами. Максимальная частота которого 2,4 ГГц, графический процессор Adreno 710, оперативная память LPDDR4X на выбор 8 или 12 ГБ. Ну вот с 16 гигабайтами оперативы я, кстати, в продаже данную модель не встречал. Напишите, может быть, вы видели. Внутренняя память UFS 2.2 и на выбор 256 ГБ или 512 ГБ. Мне, к слову, уже прилетело обновление HyperOS версии 1.0.4.0 и Android 14 версии. Далее
Далее, GPS-тест показывает точность до 3 метров, по связи имеется поддержка Wi-Fi 5 серии, могли бы установить хотя бы 6-ю, но здесь они тоже сэкономили. Также есть поддержка eSIM, 5G сетей, 4G сетей и ниже. Для 4G все бенды на борту, напоминаю, что это глобальная версия. Связь Smart ловила отлично, виртуальный датчик приближения в моем случае меня не подводил. Запись разговора без уведомления собеседника о начале записи, разумеется, отсутствует. Для бесконтактной оплаты смартфон оснащен NFC-модулем. Устанавливаем МирПэй и оплачиваем покупки как привыкли. Работает NFC-шник нормально. Емкость аккумулятора 5100 мАч. В PC-марке устройство выдало результат в 6 часов 31 минуту при первой прогонке, во второй 7 часов 56 минут. Притом всегда была максимальная герцовка и максимальная яркость. Вот такая магия электронов. В Walk Performance максимальный результат 12765 баллов. Smart поддерживает быструю проводную зарядку до 67 Вт. Полный цикл зарядки по моим тестам занял 50 минут. К слову, на Fenfone 2A заряжается 1 час 2 минуты. Вот такая вот магия. Стоит он на 30% дороже. Притом с меньшей внутренней памятью и меньшей оперативкой. За 1 час просмотра видео на YouTube при максимальной яркости по Wi-Fi уходит до 6%, а за час в PUBG New State уходит 23%. В Diablo 18%. Обычный среднебюджетник, притом хороший. Яркость сбрасывает он до 430 люксов, притом в течение часа он ее держит, так что считайте это не критично. Единственное, 90 FPS в PUBG New State он не держит, он держит максимум там 68-70 FPS. Но это тоже не совсем печально. Перейдем к тестам. Тротлинг-тест проходит смартфон с очевидным результатом. 322 гипса максимально, 249 гипсов в среднем, 221 гипс минимально. На 100 потоках при 60 минутах. Как всегда, мучаем планировщик. В Geekbench в сингл-коре 1035, в мультикоре 2979, GPU-скоре 1762, 3D Mark показал довольно неплохие результаты, все видите на экране. В Antutu результат был в 579 тысяч попугаев, считайте плюс-минус 600 тысяч, иногда выбивает чуть-чуть больше. Я думаю, что вы все прекрасно понимаете, что это тот же самый Gen 6, просто с приставочкой другой. Storage-тест показал 43 тысячи, результат стресс-теста вы видите на экране. Далее, по камерам. Основной сенсор Samsung SSL HP3 на 200 мегапикселей с апертурой 1.7, оптической стабилизацией, фокусным расстоянием в 23 мм и максимальным разрешением для видеосъемки 4К 30 FPS. Сверхширик Sony IMX 355 на 8 мегапикселей с апертурой 2.2 и углом обзора в 118 градусов, плюс есть макросенсор на 2 мегапикселя с апертурой 2.4. Помимо сенсоров в тыльной части расположили стандартную LED-вспышку, зум только цифровой. Фронтальный сенсор на 16 мегапикселей находится по центру верхней части экрана с максимальным разрешением для съемки видео 1080p 60 FPS. В сравнении с Realme 12 Pro по видеосъемке смартфон от Redmi лучше справляется со стабилизацией, но со светом, тенями справляется лучше Realme. Ко всему, Realme имеет более детализированное изображение, но тоже не во всех локациях и не со всем освещением. По цветам, конечно, оба смарта далеки от натуральных цветов. Отмечу, что Redmi сильнее выкручивает контраст, и поэтому картинка выглядит интереснее. Лично для меня. Фронтальная камера у Realme, так как у нее нет таких проблем со светом, лучше, чем фронталка от Redmi. Ночью Note 13 Pro снимает шумами, в отличие от 12 Pro от Realme. С одной стороны, прям невероятной разницы по качеству съемки нет, с другой стороны, у Realme есть телевик. К сравнению с Fenfone, по-быстрому вы сейчас тоже увидите. И, к слову, не забудьте скачать все исходники фото и видео в моей личной телеге, кому интересен этот смартфон. 4К 30 FPS, съемка с двух рук, Realme 12 Pro Plus против Xiaomi Redmi 13 Pro 5G, при том, что съемка ведется в 4К 30 FPS, это максимум, к сожалению. Но сказать, что Redmi прям люто проигрывает, я не могу, надо будет на компьютере смотреть. Пока я вижу X6 максимум против X18 максимум у Realme. Ну, вот так. Ультраширики на 1080p 30 FPS, притом Realme может переходить на основной модуль и на телевик потом. Xiaomi этого делать не может. Но опять же, здесь понятно, разница в цене довольно высокая. Но нужна ли вам съемка с Realme? Для этого мы сейчас это и выясняем. 4К 30 FPS. Это мечеть локальная с одним минаретом. Вечер. И я вижу, как 4К 30 FPS для Redmi тяжело. Фронталка 1080p 30 FPS тоже те же условия. Вы должны слышать. Вот сейчас, я думаю, вы слышите особенности местных религий.
Только еще Realme может вот так, 0.8 и X1. Это прям очень интересный торговый центр. 4К 30 FPS, основные модули. Много диодного света. Много движущихся объектов. Встал и очень медленно повел. Да, Realme здесь по мне выигрывает. Это Marriott отель. Шумов хватает у всех. 4К 30 FPS, ТЦ. И вот так сможете снимать с двух рук. Недолго. Влогинг без остановок. Сырная пицца. И еще немного Pizza Hut. По цветам я бы сказал, что здесь угадывает больше Redmi Note. Вот так вот. Да. По цветам он правильнее. Хотя все очень близко. Еще раз основа. Буквально 10 секунд. Для того, чтобы вы прикинули, что, по-моему, к сожалению, вот я вижу, что Xiaomi фризит. Надеюсь, что у вас история другая. Redmi фризит. Иксы, напоминаю, что здесь X6 максимум, здесь X18. 1080p 30 FPS. Фронталка. ТЦ 0.8 X1. Это вот Redmi Note 13 Pro 5G против Nothing 2A. И в движении 4К 30 FPS. Вот так сможете снимать. Я думаю, минута будет достаточно для того, чтобы уяснить, кто есть кто. Но по мне стабилизация сейчас лучше у Nothing. По мне. Не знаю насчет натуральности, потому что облака все приукрашивают. Надо будет смотреть по цветам. Плюс-минус они одинаковые, но Nothing чуть-чуть ближе. Опять же на экране смартфона. А то, как будет в реальности, это вопрос. Что с автофокусом, мы сейчас увидим. Благополучным образом я дойду до деревяшки. И мы посмотрим, как быстро он переключается. Один и второй. Ну и разумеется 1080p 30 FPS. Фронталки 2. Но, смотрите, у Nothing есть 1080p 60 FPS. Как мне говорят, никто как ошалелый не снимает. Все снимают на штативе. По красоте, и разницу ты не увидишь. Разницу я вижу притом конкретно, особенно по FPS. И ну, вот так вы сможете себя снимать днем на эти два смарта. Ну а теперь 1080p 60 FPS и на Redmi, и на Nothing. Почему я в 30 показывал? Потому что там была хоть какая-то стабилизация на Redmi. Сейчас я ее не вижу. Может быть, вы ее видите, и это хорошо. Да, 4К 30 FPS, съемка с двух рук, ночь. И если плавно пытаться идти, то, кстати, не такая большая разница между этими двумя смартфонами. В всяком случае, я не особо вижу, если стараться снимать плавно. Но, опять же, вы можете наблюдать уже итог того, каким образом это все дело обработалось смартфонами. Но я скажу, довольно достойно для 30 FPS. Я не вижу пропаданий ни там, ни там. Проседаний. Хотя, по ощущениям, да, по ощущениям вытягивает больше объектов. Видите, по тому зданию в темноте Nothing. Что я могу сказать по поводу этих двух фотографий? Вот у нас есть от Xiaomi одна фотка, от Nothing. Разумеется, у Nothing детализация снимка значительно лучше, с одной стороны. С другой стороны, если вы будете выбирать это дело в соцсетях, у меня, по сути, включился одновременно бьюти-режим, ну, чаще всего вы большой разницы не увидите. Обращаю внимание, что, ну, чаще всего как делаем? Посылаем это все дело. Я бы даже сказал, что я бы выбрал вот неправильную, но от Xiaomi, потому что она мне больше импонирует, чем более правильную от Nothing, при том, что у Nothing по ощущениям есть искажения. Может быть, я не прав, может быть, просто фото неудачное. Сказать, что Nothing реально вырезал там как-то шикарно, я так не скажу. И в целом, однозначно, Nothing 2 выигрывает
прям конкретнейшим образом. Но, с другой стороны, немногим это надо. Если сравнивать, опять же, Realme 12 Pro Plus и Xiaomi в фотографиях, допустим, природы, то я бы сказал, что контраст Realme выкручивает меньше. По цветам он натуральный. Но по всему остальному можно еще поспорить, кому что понравится. И по поводу детализации, и по поводу всего остального. Почему? Потому что слишком близки аппараты и говорить, что вот здесь есть телевик и все, и от этого все волшебно. Нет. Обратите внимание на детей позади. Все исходники я скину, и повторяюсь еще раз, если вас интересует фотография, занимайтесь фотографией. За вас фотографией никто не будет заниматься, никто не будет оценивать, в каких режимах, что, как фотографировалось, кто лучше, потому что у вас свои цели, свои задачи. И да, здесь большинству понравится эта фотка, но у Realme фото реальнее и натуральнее. Вот Realme 12 Pro Plus и Xiaomi. И насколько лучше у Realme, насколько хуже у Xiaomi, я не скажу. Почему? Здесь просто зависит от того, что вам больше нравится. Сырная пицца или сырная пицца с ананасами, потому что это а-ля Гавайи. И то, и другое фотографируют отлично. По мне, опять же. Если вы видеограф и фотограф, что бы вам ни говорили на YouTube и в интернете, это все курам насмех. Почему? Потому что вы видите те сцены, которые вам необходимы. Смотрите, как работает смартфон. Кому-то важно с тенями, кому-то важно, чтобы у него не было шарпа, кому-то контраст, кому-то вытягивание из теней ночью. В целом, фото у него классное. Притом прям вынул из кармана и снял. Вы видите сами, что никаких особых проблем нету. Какие-то сверхзадачи перед ним ставить из разряда 120X, разумеется, не стоит, потому что их нет. А все остальное очень даже на уровне. И можно поспорить еще, кто лучше. И обратите внимание на эти две фотографии. Здесь вопрос, кто лучше справился с основного модуля с неоновой вывеской. Однозначно лидер здесь Xiaomi. Без каких-то там оговорок. Потому что это слева Xiaomi, это справа Nothing. У Nothing, несмотря на то, что вроде бы фотография должна быть лучше, это не так. И ощущения от нее тоже другие. 4К 30 FPS, съемка с одной руки. И понятия не имею, можно ли здесь снимать. Наверное, можно. Что-то не военный объект, не религиозный. В общем, вот так сможете снимать в фронталка 1080p 30 FPS. И вот так улицы будут выглядеть, если будете снимать. Совсем по чуть-чуть. Людей почти нету. Вид ощущение очуменный, довольно прохладно после Азии, конкретно Тая. То есть можно и куртку надевать. Но немного крипи, потому что столько зданий и людей почти нету на улице. 3К 30 FPS, но надеюсь, это можно на видео снимать. Торговый центр тоже слегка непривычно, людей очень мало. Здесь Starbucks, но пока я не вижу более-менее брендов каких-то хотя бы. Может быть, не в Рамадан здесь все кишит, но это чуть ли не самый основной торговый центр Абу-Даби. Вот столько людей на втором этаже. А и так снимает камера. Кстати, 4К 30 FPS. Немного фудблогинга. 4К 30 FPS, которых не надо снимать. Надо снимать в 1080p 60 FPS. Видите, как плавно? А там даже 30 FPS, по-моему, нету. Выпадает все. Еда абсолютно вредная, такой не есть. 4К 30 FPS. Съемка с одной руки, был профриз. Сейчас опять вижу какие-то фризы. Надеюсь, что они временно. Ультраширик 1080p 30 FPS. X2. Очень крутые игровые площадки, и их здесь просто море. Но это не важно, важно 4К 30 FPS, правильно? 4К 30 FPS. Кошак. Это звучит крипово, но это очень крутой столб. Это вот так вот из металла выглядят столбы с обозначениями улиц. Ночь, 4К 30 FPS. Но пока еще не полная ночь, но почти. Ультраширик, разумеется, без автофокуса, но снимает хорошо. Где хорошо быть котом. Вот тут прям шикарно быть котом. 4К 30 FPS стандартная. Съемка с одной руки.
Перекресток. Фронталка, ночь. Перекресток. И пример работы фронталки. Как-то все фризит у Redmi, все. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, она нереально приятная, потому что 21-22 тысячи рублей за этот смартфон это очень даже хорошо. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании, чтобы вы понимали, какое безумство сейчас идет на Али. Даже при этом курсе Xiaomi 14 глобальной версии 12512 стоит сейчас 61 тысячу рублей. А вчера кто-то даже поймал Xiaomi 14 Ultra в глобалке за 80. Но я, если честно, не видел. Так что подписывайтесь на канал. Ну и резюмировать я бы хотел довольно просто. Смартфон достойный, своих денег он стоит. Если брать по съемке видео, я бы, конечно, наверное, все-таки его не выбирал. Если по остальным каким-то показателям, какие у него плюсы? Разумеется, мини-джек, разумеется, инфракрасный порт, разумеется, быстрая зарядка у Type-C-шника и прямые грани. То есть это must-have для игр. Пусть он тяжелые игры не тянет, разумеется, пусть у него какие-то недостатки, но в то же время яркости у экрана хватает, камера более чем достойная. Если вы будете использовать 200 мегапикселей, будет вообще волшебно для фотографий. И в целом рекомендовать могу. Скоро будет топ-10 смартфонов, я думаю, до 25 тысяч рублей. Скоро будет до 30 тысяч рублей. И он однозначно займет там свое место. Девайсу от меня однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.